Сегодня я планировал рассказать о такой не супер приятной, но безумно актуальной теме. Общение в интернете. Сейчас у нас все сложнее и сложнее поддерживать связь, используя исключительно смартфон. С близкими, с... Марго! Ты мне мешаешь записывать ролик? Да. То у нас сначала всякие белые списки, при которых интернет работает безумно ограниченно. В некоторых регионах интернета нет вообще. Сейчас еще блокируют дополнительно различные мессенджеры. Так и вот, создается вопрос, а вот что нам делать, если вдруг вы окажетесь в месте, где абсолютно нет интернета? Богдан. Бытовой пример. Вы идете со знакомым, попиваете кофе из «Вкусной. Точка», закусываете это бургером из «Ростикса», и тут вдруг друг говорит: сейчас я в один магазин зайду, ты пока иди, спишемся, договоримся, где встретиться. Вы такие: отлично, хорошо. И пошли дальше. И тут оп, интернет полностью отключают. Но это я вот, наверное, сейчас самый распространенный случай рассказал. Так-то у нас в остальном случае интернет есть всегда. Давайте немножко прервемся и поговорим о не менее актуальной теме. ИИ. Вот я как геймдизайнер взаимодействую и с генерацией фото, и с генерацией видео, и с нахождением каких-то референсов, и с генерацией кода. И в каждой из этих задач наиболее эффективны абсолютно разные сервисы. Но не буду же я платить подписку и там, и там, и там. Ну, это дорого. Но и в такой ситуации на помощь приходит такая платформа, как 302.ai. Это marketplace почти всех AI-моделей. То есть здесь же у нас есть доступ к моделям Sora 2 для генерации видео, Nano Banana для генерации фото, те же Gemini, Anthropic, OpenAI. Через единый интерфейс вы сможете получить доступ буквально к любой модели, которая представлена на их сайте. И при этом переключаться между ними, без потери кода или контекста в диалоге. Ну и самое удобное лично для меня — это метод оплаты. 302.ai нету никаких подписок, то есть вам не нужно ежемесячно платить, даже если вы не пользуетесь нейросетью. Вы платите исключительно вот за фактическое использование той или иной модели. Тут нет лимитов на параллельные запросы. Платформа стабильно работает 24/7. Здесь вы ограничены исключительно вашим бюджетом. Кстати, еще в текущей ситуации это стоит обозначить как плюс. Платформа полностью поддерживает локальные способы оплаты в России. Но если вы хотите упростить себе использование всех актуальных ИИ-моделей, вы можете установить отдельное кроссплатформенное приложение 302AI Studio. Приложение доступно на всех актуальных операционных системах. Это приложение еще сильнее упрощает доступ ко всем ИИ-моделям и сохраняет все ваши наработки в одном месте. Ну и чтобы вам было проще проверить мои слова, по ссылке в описании вы получите сразу же при регистрации один токен, который равняется $1, и специальный ключ API, используя который вы сможете получить до 5 токенов ежедневно. А мы тем временем возвращаемся к ролику. Ну ладно, откинем шутки. Чрезвычайные какие-то ситуации, концерты, куда-нибудь в поход в горы вы решили пойти, на самолете куда-то едете, на поезде едете. И мы, если что, говорим не только про интернет, а еще и про связь в целом. И звонки, и смски, и интернет. К вам на помощь придет такая штука, как BitChat. Оно позволяет вам поддерживать связь вообще без какой-либо сети, кроме Bluetooth. Все, что вам понадобится, это Bluetooth. Сразу предупрежу, идея данного приложения не самая новая. Попытки уже были, приложения разные уже были, все это было. Но BitChat — последняя и самая актуальная версия такого формата общения друг с другом. Давайте я прям, грубо говоря, на листе бумаги расскажу, как это работает. И как он передает сообщение без какого-либо интернета. Это мы. Нам нужно передать сообщение вот сюда. Ты, условно. Между нами довольно большое пространство. Как же на такое расстояние передастся сообщение? Представим, что мы включили приложение BitChat у нас на телефоне. Напоминаю, BitChat использует исключительно технологию Bluetooth. Она может передать сообщение, фотографию или аудио только на 50 метров. Представим, что эта большая окружность — это у нас 50 метров. Мы пишем сообщение и жмем кнопку «Отправить». В таком случае мы отправим сообщение в никуда. А теперь представим, что тот, кто хочет получить сообщение, тоже включил BitChat. Ситуация будет вот такая. И в такой ситуации мы тоже никому не сможем передать сообщение. Оно просто ни до кого не дойдет. Но при этом, если мы сделаем вот так, то сообщение, отправленное нами этому человеку, оно спокойно доставится. Вроде бы звучит как жесткие ограничения, что люди должны находиться исключительно в рамках действия Bluetooth. По факту, да, по факту это так и работает. Но теперь представим другую ситуацию. Уберем получателя еще дальше. То есть между нами огромное расстояние. Что же нам делать в таком случае? А как раз поэтому-то я и рассказываю об этом приложении, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей его поставили. Но представим, что много кто в городе поставил приложение BitChat, и теперь, находясь в центре города, мы имеем следующую ситуацию. Мы, желтенькие,
и рядом с нами есть какие-то рандомные люди, у которых тоже установлено приложение BitChat. И они в радиусе действия сети, назовем это так. То есть они становятся вот элементом всей этой сети. По итогу, теперь, если мы хотим отправить сообщение от нас к получателю, происходит следующая ситуация. Мы жмем кнопку «Отправить». Приложение BitChat ищет, есть ли кто-то в зоне действия сети. Приложение находит вот этого человека, потому что он пересекается с нами, отправляет это сообщение ему, но не показывает. Ни в коем случае не показывает. И в целом дальше по накатанной. У этого человека BitChat ищет, есть ли кто-то еще в зоне действия сети, смотрит. И так много раз наше сообщение пробегается по абсолютно разным людям. То есть, по факту, все, кто будут пользоваться BitChat'ом, выстраивают свою независимую межсеть. И в итоге, если во всей вот этой выстроенной сети приложение найдет получателя, то сообщение отобразится у нашего получателя. Итак, давайте подытожим простыми словами. Главный механизм этого приложения — это вот заливка вот этой межсети. Мы отправляем сообщение, приложение ищет соседа с приложением, отправляет ему, тот сосед отправляет еще, тот еще, и таким образом по всей сети распространяется сообщение. Но при этом показывается оно исключительно у получателя. Общение происходит с помощью end-to-end шифрования, то есть нужные ключи есть только у вас и у получателя. Да, вся сеть увидит, что вы получаете сообщение, но не увидят, что это за сообщение, потому что оно будет зашифровано. То есть, если мошенник, вот сделаем его синим, захочет перехватить сообщение, которое вы отправляете ему, он такой думает, ну все просто, я сейчас вольюсь в толпу, и на каком-то из этапов, сейчас тоже по Bluetooth, он перехватит, что мы отправляем. Ну, ведь наше сообщение вообще по всей сети распространяет. То есть, грубо говоря, оно есть у всех. Но из-за того, что оно зашифровано, он получит это сообщение, но он получит его зашифрованным. То есть, простыми словами, каждый человек с BitChat'ом — это антенна. И каждый из нас выступает в роли посредника между другими людьми. То есть, по сути, не все так идеально. Вы, условно, не сможете, скорее всего, отправить сообщение из одного города по всей этой межсети в другой город. Только если в теории. При сложении абсолютно идеальных всех обстоятельств, возможно, вы это сможете сделать. Но по факту нет. Так, все, мы разобрались, что это такое. Теперь давайте посмотрим, как это работает на практике. Итак, показывать мы будем на примере iPad и на примере Android телефона обычного. Мы отключаем абсолютно весь интернет. На Android телефоне тоже мы интернет отключаем. Все, интернет весь отключили. И дальше открываем BitChat. Естественно, нам нужно дать все разрешения. Локация приложения нужна, чтобы как раз-таки находить Bluetooth устройство поблизости. Разрешаем приложению BitChat видеть Bluetooth устройство поблизости. Все, мы дали все разрешения. Итак, дальше, я думаю, будет проще показать вот так, чтобы окошки были поближе. Мы находимся в сети Mesh, то есть сообщения, которые будут написаны здесь, увидят все поблизости. Это не личный диалог, надо это учитывать. Работает это все как и обычный мессенджер. То есть мы пишем сообщения, у другого они приходят. Он пишет сообщение, нам приходит. Ничего особенного. Помимо этого мы можем записывать еще голосовые сообщения. Лимит сообщения 10 секунд, и при этом очень сжатое качество получается. Но как возможность отправлять голосовые сообщения, не имея интернета, я считаю, что это очень круто. Дальше мы можем нажать на кнопку Mesh, и мы увидим список каналов. Но, так как у нас интернета нет, то единственный канал, который мы имеем, это тот, что поблизости. Когда есть интернет, там будут специальные зашифрованные каналы по каждому из регионов. В контексте общения без интернета нам это, если честно, не особо важно, поэтому закрываем. Никнейм мы можем себе поменять, если мы хотим, поэтому давайте напишем iPad и Android. Итак, как открыть личные сообщения? Нам нужно просто кликнуть на одного из пользователей, нажать «Личные сообщения», и вот у нас открывается личный диалог, который зашифрован полностью. Вот, добавим как раз диалог в избранное, чтобы было проще потом получить к нему доступ. И давайте попробуем что-нибудь отправить. Вот у нас на другом устройстве приходит уведомление, что нам кто-то написал в личку, и мы спокойно можем открыть личный диалог. Но напоминаю, вот в личном диалоге все полностью зашифровано. Никто другой, кроме вас, эти сообщения не увидит. Ну, вот, собственно, вот так просто это работает на практике. Подытожим. Почему же я призываю всех просто установить это приложение на телефон, чтобы оно стояло? Просто на всякий случай. Хотите, ему даже разрешений никаких не давайте, потому что если у вас не будет интернета, вы его скачать не сможете. А если оно у вас уже будет скачано, вы без проблем сможете наладить связь между собой. На данный момент я планирую пользоваться приложением, если вдруг еду с кем-то в отдельном купе или на разных местах в самолете. Пока это вот для меня самый очевидный вариант, но
Жизнь умеет подавать сюрпризы. Чем больше людей будет использовать это приложение, тем больше будет становиться сеть, тем больше людей смогут установить контакт между собой. Будем готовы к любым ситуациям.